настоящую международную известность для Виснерис сделали 3 белых сорта: Шардоне, Савиньон Блан и Пино Гриджо, которые в основном на винодельне делаются в 2 вариантах. В классическом, в традиционном варианте выдержка в стали, и в вариантах Single Crew, вин с отдельных виноградников, когда ферментация происходит в дубовых бочках объемом 500 литров, и там же происходит выдержка на осадке, и такие вина имеют другую бутылку специально, и они носят имя отдельных виноградников, с которых они были сделаны. И начнем мы наш рассказ про белые вина с классической линейки, и сейчас у меня в руках вино сорта Шардоне. Вино ферментировано в стали, выдержано в стальных емкостях на осадке чуть меньше года, и все это время проводился достаточно частый интенсивный ботанаж. Я напоминаю, что ботанаж – это процесс, во время которого дрожжевой осадок перемешивается и затем медленно оседает вниз, и это дает вину сливочную кремовую структуру, дает вину объем, дает вину тело, и вино становится сложнее, интенсивнее и приобретает лучшую структуру. По стилистике белые вина из Фриволя стоят где-то посередине между французскими и новосветскими образцами. В них есть европейская элегантность, утонченность, деликатность. Тем не менее, то, что Фриволя все-таки жаркий, да, достаточно регион с ярким, очень солнечным климатом, дает этому вину ноты, часто присущие винам из Нового Света. Шардоне здесь у нас не исключение. Аромат очень сдержанный, очень элегантный, тонкий, тем не менее в нем уже прослеживаются экзотические фрукты, начинают формироваться ноты ананаса, ноты сладких фруктов белых, и ботанаж дает кремовую структуру, дает сложность этому вину, и получается очень-очень интересный образец. Еще раз, здесь нет абсолютно бочки, это вино выдержано в стали, ферментировано в стали, тем не менее оно как будто бы уже сложное, серьезное, основательное и очень-очень приятное. Аромат сдержанный, очень элегантный, и фруктовые ноты очень ярко раскрываются во рту. Прямо первая же атака, она очень яркая, фруктовая, очень интенсивная, и затем идет очень ровное, долгое послевкусие, нежное и достаточно нежное и сливочное, которое длится очень долго. Савиньон Блан также очень яркий, он очень типичный, сортовой. Здесь классические ноты зеленого помидорного листа, черного смородинового листа, зеленого крыжовника, но также в нем нет такой вот свежести, чистоты, хрустящести, которая присуща Савиньон Бланом в Сансере, например. В нем нет сформированных характер экзотических фруктов, в нем еще нет маракуйи, в нем еще нет экзотических фруктов. В нем есть именно зеленые, травяные, такие овощные тона. Никогда в Савиньон Блане из Фриволя не будет таких вот кошачьих тонов, ярких, которые специфичны именно для холодного климата, например, как в долине Луары. Здесь будет именно яркие овощные зеленые тона, но еще не будет желтых фруктов, желтых экзотических фруктов, таких как, например, личи, маракуйя, то, что специфично уже для Новой Зеландии. Он остается как бы посередине, и он способен удовлетворить как любителей элегантного, тонкого, очень изящного савиньона, так и любителей более плотного, более мощного, более насыщенного. Опять-таки за счет ферментации в стали и продолжительной выдержки на осадке, опять-таки с частым ботанажем. Сорт Пино Гриджо стал настоящей визитной карточкой белых итальянских вин. И каждый раз, когда мы говорим про белое итальянское вино, в первую очередь, конечно же, нам приходит в голову именно этот сорт. Тем не менее, в большинстве случаев, как-то ни странно, приходя в магазин, приходя в ресторан и выбирая вино бокалами, мы имеем дело не с Пино Гриджо из Фриволя, мы имеем дело с Пино Гриджо, сделанным в Венето. И он, конечно, сильно отличается от того, что делают во Фриволе. Вино из Фриволя, как правило, все-таки сильно дороже, чем вино из Венето.
И таким образом, но оно взамен дает нам совершенно другой уровень качества, совершенно другой подход в работе. Во Фриуле, дело в том, что во Фриуле практически нет больших индустриальных предприятий. Как правило, это все-таки достаточно индивидуальный продукт. И Фриуле как регион, как винодельческий регион начал развиваться сильно позже, чем Венето, поэтому ставку все-таки они делали на более качественное виноделие. И сейчас мы пробуем Пино Гриджо, который, собственно говоря, составил славу этого региона, поскольку Лиснерис был одним из первых предприятий, который начал делать здесь качественные вина, и Пино Гриджо был тот самый сорт, с которым Альваро Пекарари в свое время, в 70-х годах, он угадал, он выстрелил, и винодельня стала известна именно благодаря своему Пино Гриджо. Пино Гриджо, тот, который мы часто встречаем в дешевом варианте, нам кажется очень легким вином. В то же время этот сорт совершенно не должен быть легким. Этот сорт с не очень развитой кислотностью, но очень ароматичный, и он может получаться очень ярким, очень плотным, концентрированным. Здесь опять-таки для вина классической традиционной линейки вино не выдерживалось в глубине, здесь только сталь. Ферментация в стали, также долгая выдержка в стали на осадке с ботонажем. Вино плотное, основательное, очень сочное, очень яркое. Есть и ноты спелой белой груши, и также фоном идут очень приятные ноты цитрусовых с едва уловимой такой горчинкой, очень приятной, очень освежающей. И, конечно же, здесь стиль в стиле дома Лиснерис, это яркая кислотность, свежесть вина. Это вино прекрасно пьется, оно освежает. Это не вино, которое представляет себя прямо еду, да, когда мы выпили бокал и уже наелись. Это вино, которое очень гастрономичное, которое отлично подходит к плотной рыбе, к морепродуктам. Это может быть вино для креветок, для крабов, для плотной рыбы. Безусловно, традиционные вина с желтой этикеткой удавались Лиснерис очень хорошо, и они сыскали популярность и славу, но настоящая известность, настоящий всплеск интереса к этой винодельне пришел, когда Альваро представил на рынок вина с отдельных виноградников. И, пожалуй, главное здесь вино – это Пино Гриджо Грис с виноградника, отдельного виноградника Грис, которое стало практически самым титулованным, самым высоко оцененным итальянским Пино Гриджо. В принципе, в частности, очень известного итальянского винного справочника Гамберо Росса Грис получал 6 или 7 раз подряд максимальную оценку этого справочника 3 бокала, что в принципе для Пино Гриджо это нонсенс, поскольку винные критики, даже в Италии, они снобы и стараются такой коммерческий сорт, как Пино Гриджо, не очень высоко оценивать. В то же время в случае с Грис они ничего не могли поделать и ставили ему максимальные оценки подряд несколько лет. Виноградник называется Грис, ничего общего со словом гриджо, серый, это название не имеет. На местном диалекте это кузнечики, цикады, которые особенно громко стрекочут именно на этом винограднике. В отличие от традиционной классической линейки, вина с отдельных виноградников ферментируются сразу в дубовых бочках объемом 500 литров, и там же они порядка года находятся на выдержке, на осадке, опять-таки с частным ботонажем, что является стилем дома. Даже в аромате вино демонстрирует потрясающую, очень яркую структуру. Здесь уже ноты свежих фруктов отходят немножко на второй план, появляются ноты выпечки, кондитерки, появляются ноты открытого фруктового пирога, сливочные тона очень ярко выражены.
Во рту все то же самое, вино очень яркое, очень мощное, очень сильное, ноты спелых сладких фруктов, ноты опять-таки выпечки, но в то же время при этом вино очень свежее, его очень приятно пить. Кислотность здесь в порядке абсолютно, и она помогает нам насладиться этим вином в полной мере. Сравнивая с Пино Гриджо с классическим, с обычным, я могу сказать, что обычное Пино Гриджо, оно отличное вино, оно чуть более свежее, чуть более яркое. Это больше вино на каждый день, в то время как Пино Гриджо Грис, это, конечно, яркий очень опыт, это настоящее вино-праздник, это вино, к которому хочется возвращаться снова и снова. Это вино уже, скорее всего, не заслуживает быть аперитивом, и, скорее всего, это, конечно, вино, либо которое мы пьем весь вечер и наслаждаемся им, либо это вино, которое ставит, является мощным аккордом в вашем обеде или ужине и подается к главному блюду, будь то жирная северная рыба, будь то морепродукты, или птица, или белое мясо. В какой момент мы выбираем вина из Фриволи, и особенно вина Лиснерис? Здесь может быть несколько факторов. Первый, безусловно, это воспоминания о прекрасном отпуске, проведенном возле Венеции на море. И здесь, конечно, вина из Фриволи — это то, что сопровождало, я уверен, абсолютно лучшие моменты этого отпуска, этого путешествия. Но также вам очень понравится вина из Фриволи, если вы хотите выпить белого вина, но вам не хочется пить очень кислотное, очень резкое, хрустящее северное вино. В то же время для вас новосветские варианты очень простые, очень дубовые, очень попсовые. И вам хочется изящества, вам хочется деликатности, но в то же время вам хочется структуры в вине, вам хочется ароматики. Когда мы говорим, что нам нужно ароматичное вино, яркое вино, очень фруктовое вино, но в то же время, чтобы оно было еще и свежим, здесь, конечно, для любого профессионала это выглядит как оксюморон, и как сочетание двух вещей абсолютно, казалось бы, несочетаемых, и такой регион, как Фриволи, и такая винодель, как Лиснерис, конечно, протягивают нам здесь руку помощи и помогают нам удовлетворить даже самого капризного гостя, даже самого капризного ценителя и любителя вина. Вина, про которые мы сегодня говорим, они как раз дают нам именно эту комбинацию. Это сочное, очень плотное фруктовое тело, в то же время очень элегантная, нежная, деликатная кислотность, которая позволяет наслаждаться этим вином очень долго.